Всем привет, с вами IG Daily, меня зовут Иван, и сегодня у нас декабрь, а это значит, что сегодня год и 2 месяца, как я не употребляю алкоголь ни в каком виде. Для меня это эксперимент, и я в этом видео честно расскажу, какие плюсы и минусы я от этого получил. Кстати, меня поддерживает моя жена, которая на сегодняшний день уже 2,5 года не пьет. И мы попробуем вместе разобраться в этой проблеме, потому что проблема на сегодняшний день это не только моя проблема, а у многих людей. Начнем мы, конечно же, с предпосылок. То есть покопаемся немножко в моем прошлом, в детстве. В 12 лет у меня умер отец от болезни, напрямую связанной с алкоголем. Также от алкоголя у меня умер дядя, который нашей семье невероятно всегда сильно помогал. Он мне, кстати, подарил мой самый первый велосипед, тогда он его привез еще из Австрии, у него были желтые красивые колеса. Это был невероятный для меня подарок, который я помню по сегодняшний день. Мой крестный также умер от проблемы с алкоголем. Все эти люди умерли в страшных муках, можно и так сказать. Отец медленно умирал в течение года, у дяди остановилось сердце, и его нашли спустя несколько дней в квартире. Крестный, по сути, потерял рассудок, достигший третьей стадии алкоголизма. После смерти отца маме было сложно, практически невозможно меня контролировать. А отца, как я уже сказал, у меня не было, и поэтому мне надо было как-то все время постоять за себя, то, что мама моя не могла сделать ни физически, ни морально. Рос я на севере Крыма, в одном из северных городов, можно сказать, в одном из гетто таких в этом городе. Было 3 химических завода с ужасной экологией. В принципе, там не было ничего, ни кинотеатра, ни бассейна. В этом городе ты либо волк, и ты в стае, либо ты овца, и тебя сожрут. И с таким настроем я жил довольно долго. Конечно, с одной стороны, оно меня продвигало всегда по жизни, делало мне карьеру, но в какой-то момент я понял, что что-то не так. Первый раз в своей жизни я попробовал алкоголь, конечно же, с родительского стола, можно сказать. Все мы знаем, как там у кого-то стоит недопитое вино, мы ходили со стола, там допивали, я даже не знаю, во сколько лет это было, но в очень юном возрасте, скажем так. И первый раз, когда я напился, кто-то из моих друзей принес там самогон, и мы где-то в районе садика его весь выпили, я очень сильно тогда напился. И в первый раз это заметили, конечно, мои родители, отец еще тогда был живой, но получил хорошую взбучку, сдал всех друзей и так далее. И раньше это было такое что-то необычное, да, вы все знаете, когда выпиваете первый бокал там какого-то вина, настойки, виски или еще что-нибудь такое теплое разливается по телу, вашем алкоголь, вы себя прекрасно, можно сказать, чувствуете. И сразу такое воодушевление, что это вот этот первый стакан, он самый волнующий. Это было, в принципе, период этот очень долго длился и в университетские годы, чтобы с кем-то поговорить, чтобы повеселиться с друзьями. В общем, это всегда, можно сказать, приносило одни лишь плюсы. До определенного момента, когда эти плюсы уже стали настолько мизерными, что я уже стал задумываться, как же выйти из этой всей алкогольной ситуации. И сейчас я хочу немножко рассказать об этой химии, об этой биологии происхождения и о фазах алкогольной зависимости. Первая стадия, на начальной стадии появляется навязчивое влечение к алкоголю, связанное с психологической зависимостью. Человеку трудно контролировать количество выпитого, увеличивается толерантность, требуется все больше спиртного, чтобы почувствовать опьянение. Похмельный синдром выражен слабо, не теряется критическое отношение к пьянству, употребление становится систематическим. То есть вы уже входите в ту фазу, когда вы, например, начинаете пить либо после работы, либо после учебы, возможно, в университете, сложности, либо по выходным, как было это у меня. Я никогда не пил каждый день, у меня не было такого. Я никогда не валялся нигде под забором, нигде там не дрался или еще что-нибудь. Но как только приходила пятница,
Мы всегда встречались с нашими друзьями, выпивали, общались. Это было интересно и весело. И, в принципе, это было в районах вот этой самой первой стадии. Вторая стадия алкогольной зависимости. На втором этапе формируется физическая зависимость. Толерантность достигает пика. Большие дозы алкоголя почти не вызывают рвотной реакции. А без спиртного возникает абстинентный синдром. Что же такое абстинентный синдром? Это то есть может быть тремор, тревожность, потливость, тошнота. Человек теряет контроль над ситуацией, появляются психозы, провалы в памяти, да, то есть если вы сильно напились, и потом стоите утром, о, блин, что там вчера было такое, ой, хоть бы я не накосячил, смотрите в телефон, кого вы там писали, бывшим, не бывшим, или будущим каким-то, ну, в общем, какие-то трэши начинают происходить в вашей жизни. Растет агрессия и раздражительность. Это уже на этом уровне происходит первое поражение печени и нервной системы. Третья стадия, до этой стадии, сразу скажу, даже не все доживают. Это самая тяжелая и опасная форма зависимости, когда организм и психика глубоко разрушены, толерантность резко падает, даже малые дозы вызывают сильное опьянение. Я сейчас объясню почему. Потому что наша печень, она может перерабатывать только определенное количество алкоголя в сутки. И когда эта печень разрушена, она очень мало может переработать алкоголя. Соответственно, остальной алкоголь, он попадает к вам в организм напрямую, в вашу кровь. И, соответственно, алкоголики на самой последней стадии, они буквально с одной стопки алкоголя просто падают сразу вообще в сопли, валяются и ничего не могут с собой даже поделать. Человек, если на этой стадии его можно еще назвать человеком, пьет постоянно, чтобы избежать тяжелой ломки. Возникают депрессии, галлюцинации, слабоумие, полная утрата социальных связей. Физически наблюдается цирроз печени, болезни сердца, почек, мозга, а также дрожание рук, слабость, резкое истощение и изменение внешнего облика. Все мы помним вот этих вот алкоголиков, да, которые в третьей фазе это уже алкоголики, уже на последней, грубо говоря, стадии. Вы помните всех этих, особенно девушек, у них вот такие огромные лица. Они даже не то, что они дерутся, они просто уже по себе, потому что их почки, их организм не выводит воду. Все это скапливается в вашем лице, в теле. Обрюзшее лицо, наполненное вот этой водой, жидкостью. Продолжительность этой стадии у мужчин обычно 5-6 лет, у женщин 1-2 года. Без медицинского вмешательства заболевание часто заканчивается смертью. Современная медицина говорит, что человек, употребляющий более 2 раз в месяц, алкоголик. Вы сейчас начали смеяться, да, наверное? Но почему же современная медицина так говорит? А все довольно просто. У нервной клетки есть 2 состояния. Состояние возбуждения и состояние покоя. В обычной жизни вы, к примеру, перенервничали или наоборот повеселились. Клетка находится в состоянии возбуждения. Для перехода ее в состояние покоя ей необходимо ровно 2 недели или около того. Если вы пили на выходных, потом неделю не пили, то есть вы работали, там, занимались своими делами, в общем, вели нормальный образ жизни. И приходят опять выходные, и на этой же, точнее, неделе вы снова решили выпить даже бокал пива или вина. Клетка не переходит в состояние покоя и потом погибает. Все помнят рекламу. Нервные клетки не восстанавливаются. Современные же исследования доказывают, что восстанавливаются и появляются новые нейроны и нейронные связи. Но им необходимо состояние покоя и возбуждения, а не только возбуждения. Если вы не даете клетке отдохнуть или вашему организму, все это не работает. Мы медленно и уверенно перешли к пункту причин, а именно причины, почему я решил завязать с алкоголем, точнее бросить алкоголь и полностью от него отказаться. То есть не оставить себе ни каких-нибудь маленьких дозочек или какой-нибудь слабый алкоголь пить, нет, полностью. Основная причина, как бы это банально ни звучало, я просто начал тупеть. Я просто это заметил осенью 2024 года, когда у меня была учеба на программирование, и там нужно было запоминать нереальный
объем информации, и я понял, что мой мозг, он просто не может ее воспринимать. Не могу ее запоминать, не могу ее усваивать. То есть все, что я читал, оно просто проваливалось куда-то в бездну, и на следующий день фактически и практически я ничего не помнил. Можно и так сказать. И тогда я уже начал задумываться, что во время этой учебы я себе сказал, что да, с алкоголем надо завязать, иначе я эту учебу не смогу закончить. И мне необходимо сделать паузу хотя бы на время учебы. Ну, то есть одну учебу я сделал было месяц, потом еще один месяц. И потом я сказал себе, довольно себе неплохо. Также из причин была сильная нервозность. Корона и события 22 года сильно расшатали мою психику. А алкоголь, вот просто он ее добил. Алкоголь начал сильно влиять на мой сон, на мое здоровье. Каждый прием алкоголя заканчивался жутким похмельем и головной болью. Я уже потом начал замечать, что даже если я выпил 1 или 2 пива, либо 2 апероля, либо какого-нибудь вина, хотя вино я вообще практически не пил, потому что мне по вкусу, кроме хорошего сладкого вина, ничего не нравится. Да? Мне просто, если я пил алкоголь, то он обязательно должен быть вкусным. Вкусным в плане того, что такое вкус, да? Это то, что приятное нашим рецепторам, то есть это должно быть сладкое. А когда человек мне говорит, это Дон Периньон, вот у него такой какой-то аромат, это сгнивший виноград, у него нет никакого аромата абсолютно, у него нет никакого вкуса, особенно у сухого вина. Вы можете заплевать, закидать меня в комментариях негативом, но для меня это факт. Сильная толерантность, то есть после слабых алкогольных напитков почти всегда переходил на сильные, например, ром, виски. И в определенный момент я решил пройти тест в интернете. Вы можете найти эти тесты в интернете, это вообще не составляет труда. Тест на стадии, грубо говоря, алкогольной зависимости. И я понял, что у меня не просто есть алкогольная зависимость, а я нахожусь уже фактически на середине 2 стадии. Кстати, нажмите видео сейчас на паузу и напишите в комментариях то, что я перечислил из 3 этих стадий, какая у вас. 1, 2, конечно, если вы еще можете по клавиатуре клацать, вероятнее всего у вас еще нет 3 стадии. Как же я бросил пить? Бросить пить оказалось легко, а вот оставаться трезвым очень сложно. Всем известный человек, а именно создатель приложения для телефонов YouTube, Андрей Дороничев, не пьет уже более 5 лет. У меня есть друг Саня, который тоже не пьет. Со стороны человека с алкогольной зависимостью такие люди белые вороны. Но разобравшись в проблеме, проблемы как раз у тебя, а не у них. Они, конечно, также меня мотивировали. Сначала полгода до того, как я решил бросить, я сказал себе, что я больше не пью тяжелый алкоголь. То есть никакие там настоечки, никакие там вина 15-градусные, никакой виски с колой там, или еще что-нибудь. Я просто себе сказал, что я пью только слабоалкогольные. То есть, можно сказать, апероль, пиво, и на этом все. И даже это было очень непросто сделать. То есть вы употребляете алкоголь, но из-за того, что вы постоянно не достигаете той стадии опьянения, вы, можно сказать, что вообще не пьете. Потому что для меня было пить, например, пиво или еще что-то, это просто как пить воду. То есть у меня настолько была сильная высокая толерантность, что уже даже это мне не приносило никакого удовольствия. А потом полностью отказаться. И после того, как вот этой осенью 24-го, получается, года я отказался, первые 3 месяца, конечно, были очень сложные. То есть организм перестраивался. Наш мозг, он невероятно умный, он ищет любые лазейки, чтобы вернуть вас в то состояние, в котором мозг будет вырабатывать просто так дофамин. То есть мозгу надо по новой научиться всему этому, а он ищет самый короткий и простой путь. Так же само, как вы, например, ходите в качалку, качаетесь, да, девушки знают, и мы, парни тоже.
Вот вы, например, накачались очень красиво. Даже я не говорю, что вы там брали какие-нибудь там препараты, чтобы накачаться. Вы накачались. Красивая у вас фигура, там накачанные бицепсы, тут пресс, минимальное количество жира. И вы, например, бросили буквально там на 2-3 месяца заниматься. Вы там даже можете не есть какую-то вредную еду. И ваш организм, ваш мозг говорит: так, а если нам это сейчас не надо, мы это не используем, наши мускулы, то мы будем их делать меньше и будем запасаться жирочком, потому что, ну, это логично, организм хочет себя обезопасить, и он лишнюю энергию не будет тратить в ваши мускулы. Также и здесь, если есть возможность мозгу получать дофамин быстро и производить его быстро, и вам это нравится, как и с наркотиками, тут разницы никакой нет, то это будет происходить быстро, и все время мозг захочет вас вернуть в ваше то состояние. Я расскажу сейчас очень смешной случай, который мой друг, вот Ярик, он тоже старается не пить алкоголь. И он, как-то мы созванивались, он говорит: ой, Вань, да, что-то алкоголь, не будем пить, классно работает, вот все, есть прилив энергии, но ты знаешь, надо мозгу отдыхать. Давай, наверное, будем, может, травку курить там. Но я вообще не курю траву и ничего такого не употребляю. В жизни только раз или два пробовал, давным-давно, в студенческие годы. И мой мозг это запомнил. И однажды, когда я ночью спал, буквально там на второй или на третий день, мне снится сон, как будто я такой, мне кто-то предлагает алкоголь. Я такой: да нет, я там не пью. Да, ну давай, у меня вот косяк тут лежит, и то есть давай попробуем. То есть мозг придумал такую историю и показал мне ее во сне. Это очень было смешно. Смешно и на самом деле страшно, как мозг хочет нас обмануть и как он нас обманывает. Через 3 месяца у меня была очень стрессовая тогда работа, которая, я понимал, что если я останусь, то я, конечно, сорвусь и не смогу не пить алкоголь, из которой мне потом пришлось уйти. И каждый вечер, когда ехал домой, да даже ехал домой, я знал, что завтра опять начнется этот же день, и он будет такой же стрессовый. И у меня были постоянно, когда ехал домой, мысли: надо что-то выпить, надо как-то расслабиться. А вы не можете, все там будут говорить: ой, пойди там в баню, иди побегай, иди то. Вы уехали, темно, вы едете зимой с работы, темно. У вас дома, например, дети, и, конечно же, вы ни в какие бани, ни в какие фитнес-студии не пойдете, потому что, ну, на это просто элементарно нет ни сил, ни времени. У вас есть максимум вот на выходных, то, как вы можете отдохнуть. И, конечно же, единственное, что вам в голову приходит сразу: бокал чего-либо, чтобы отдохнуть, расслабиться. И я тогда немножко заболел, простудился, и прям такое мерзкое состояние было. Я еду такой, и мозг мне говорит: о, дома там стояла бутылка Егомайстера. Ну, все знают, да, это из 1001 травы, ликер такой, который, в принципе, раньше очень много, можно сказать, употреблял. И мозг мне говорит: вот у тебя горло сейчас болит, да, ну вот выпей этого, этой настойки, и у тебя сразу все пройдет, что ты мучаешься? А я такой: блин, а что я точно мучаюсь, нафиг оно мне надо? И я ехал реально домой с этой самой идеей. Я уже на тот момент, по-моему, 3 или 4 месяца не употреблял совсем ничего. И я такой приезжаю домой, а это был как раз, по-моему, что-то там декабрь или январь. Нет, был декабрь, это было как раз перед Рождеством, Новым годом. И я приезжаю, там раздеваюсь, там переодеваюсь, и такой захожу на кухню, беру стакан, беру эту бутылку, такая, жена на меня смотрит, такая: горло болит, но она ничего не сказала, типа, ну, хочешь пей, не хочешь не пей. Ну, видно было по ее выражению. Она, в принципе, никогда мне ничего не говорила. Она меня всегда поддерживает в любом случае. Я хочу пить, не хочу пить, всегда поможет, всегда домой отвезет, например. Я беру эту бутылку с этим Егомайстером, она была запечатана, и я просто открываю, просто подношу ее вот к носу, нюхаю, оттуда вырывается такой жесткий запах этого спирта. И я такой просто мгновение, мне как будто я на штыря понюхал. Я такой: Ваня, а что ты делаешь вообще? Зачем ты сейчас вот эти все старания, ты сейчас выпьешь, ты не сможешь завтра нормально на работу встать, потому что будет опять быть голова болеть, может будет там тошнить, не будет никакой мотивации работать. Все вот эти твои 3 месяца просто улетят коту под хвост. Сегодня тебе, да, будет хорошо,
может быть, даже горло не будет болеть, потому что ты этим дезинфектором убьешь, конечно, все там бактерии. Но есть такая поговорка, да, медикаментами вы болеете неделю, а без 7 дней. То есть это такой вариант, который занять рубль, а отдать 2. И я просто взял эту бутылку, обратно закрыл, поставил, пошел в горячий душ или ванну, я уже сейчас не помню. И тогда мне сразу полегчало, и на следующий день я уже сам себе сказал, что да, это был вот, наверное, последний момент, когда я мог сорваться, причем так жестко. И до сих пор я вспоминаю эту ситуацию, я понимаю, что тогда, если бы я сорвался, и, скорее всего, бы я дальше продолжал пить, вот и все. Но я вытерпел, помогали сильно подкасты на YouTube, без них, наверное, ничего не получилось, а именно, кому интересно, конечно, можете послушать подкасты доктора Шурова. И очень мне помогает блог Тихого. Блог Тихого, у него свой личный подход к этому всему вопросу. Не разжевывает медицинскими какими-то терминами, он просто говорит сразу напрямую вам. У него все время он тоже там снимает на кухне, у него есть рубрика «Чай из банки», где он пьет чай из там литровой или полулитровой банки. Реально такой трэш-контент у него получается. Но он говорит дела, и они реально мне помогали держаться в первое время. Также многие советуют после отказа от алкоголя первый год не принимать никаких серьезных там решений, никуда не надо бросать работу, не надо переезжать, не надо напрягать свой, грубо говоря, мозг. Я на это смотрю по-другому, потому что, например, мне надо сразу чем-то занять мозг, мне надо, чтобы я постоянно работал, потому что бросили пить алкоголь, у вас как будто открывается второе дыхание. Как я уже говорил, все ваши нейронные связи начинают обратно восстанавливаться, мозг просто как будто в него залили какой-то смазки, и вот эти шестеренки там начинают просто очень быстро крутиться, и вы начинаете настолько быть производительным, что эту производительность вам обязательно нужно куда-то потратить. Вы не можете просто сидеть и ничего не делать. Кстати, есть тоже такая теория, она в принципе и доказана на практике, что люди с очень высоким IQ, они пытаются заглушить вот этот свой мозг приемом алкоголя. Потому что он все время вырабатывает какие-то идеи, информацию. Вам даже это некуда использовать. И поэтому вы пьете алкоголь, немного заглушаете эту производительность. И получается так, что так вы тормозите свой мозг. У меня была учеба на программирование. Это было в районе 3 месяцев. И потом я полгода учился на права на лодку. Я сегодня понимаю, что если бы я употреблял алкоголь, я бы не закончил ни одно, ни второе. Просто моя жена не даст мне соврать. Учеба всегда мне давалась очень сложно. На то была причина, на самом деле, была моя вина, что я всегда систематически употреблял алкоголь, и это затрудняло всегда мою учебу. И я понимал, что вот именно сегодня, если бы я тогда не употреблял, я бы быстрее выучил немецкий, я бы быстрее влился бы там в какой-либо коллектив. Это была, конечно, основная проблема. Так что же я выиграл? Ну, я вернул прежде всего свою нормальную работу мозга. Такой производительности своего компьютера я не видел со времен университета. Стоит только лишь написать текст на листе, я его запоминаю. Ушла тревога, ушла депрессия, так как алкоголь очень сильный депрессант и, по сути, отключает или парализует в какой-то момент кору головного мозга. То есть, если у вас есть какие-то тревожные моменты в жизни, у вас депрессия, как диагноз у вас депрессия или еще нет, и вы пытаетесь заглушить это алкоголем, это очень плохая идея, потому что, как я уже сказал, алкоголь это очень-очень сильный депрессант. И нам кажется, что нам легче, да, в этот момент или вечер, это правда, может быть легче. Но на утро все проблемы там же. У тебя бадун, перегар, тревога. У меня вернулся сон. Я не встаю в 5:30 утра просто так, как это было раньше. И сплю очень крепко, если, конечно, сын не будет. Я физически стал активнее. В этом году я ходил 4 раза в походы. Я в поход ходил последний раз в школе.
Мне сегодня будет уже скоро 37 лет, а последний раз я ходил, у меня есть где-то фотография в альбоме, ну я не помню, там 12 лет или 14, последний раз, когда я ходил в поход. То есть вы можете понять, почему я этого не делал. Были возможности, можно было пойти, поехать. Я был занят. Я в пятницу, в каждую пятницу, почти без исключения, почти без перерывов, мы там употребляли, я с друзьями, один или еще с кем-то. И, конечно, если вы употребили в пятницу, то нет и речи даже о том, чтобы вы пошли в поход и прошли по горам 15 километров. Вам просто вызовут спасателей на вертолете, он прилетит и вас заберут в больницу. Начал заниматься теннисом с дочкой, и в принципе получается, мне это тоже нравится, и я ее поддерживаю, потому что ей тоже нравится, и мне это интересно, как какой-то новый вид спорта. Недавно купил также велосипед себе, потому что раньше я тоже катался на велосипеде, но я никогда не использовал велосипед просто как инструмент для спорта. И есть очень много видео в интернете, когда люди просто показывают, мы не занимаемся никаким спортом, мы там не ходим на фитнес, не бегаем, мы просто каждый день ездим на велосипеде. И вот у них там каждый день видео выкладывают, как их меняется тело, просто когда они ездят на велосипеде. Я раньше думал, что люди, покупающие себе там велосипед за 5 тысяч, за 10 тысяч, что они просто идиоты. Я не мог никак понять, как человек может купить себе велосипед за 10 тысяч, ездить и типа радоваться этому, что может быть им такого интересного. Но сегодня понимаю, что это не они идиоты, это я идиот. Потому что я там покупаю себе машину за даже не 10 тысяч, я покупаю за там 30 тысяч и так далее. И цена ее тоже падает. Я вкладываю в ремонт, я вкладываю в обслуживание огромную кучу денег. Но эта техника не делает меня более здоровым. Она не делает меня более счастливым. А езда на велосипеде, особенно если по красивым местам, как у нас, где мы сейчас живем, то это как способ медитации, можно сказать, что вы едете, ну и с чем, соответственно, дороже велосипед, тем на нем легче и приятнее ехать. Также про работу мозга. Мы вот с женой открыли YouTube-канал. Сразу, я вам говорю просто, вот я не пил там 2 месяца, я сразу, так, что делать, куда, надо навести какую-то суету. И просто сижу и понимаю, давай откроем YouTube-канал. Вот просто мозг мой вот такой, в один щелчок говорит, Вань, а давай YouTube-канал откроем. Я такой жене предлагаю, она говорит, какой еще YouTube-канал, ты что? Я просто раньше занимался YouTube. Кстати, мой канал, я с 2015 года, он не активный, потому что в 2014 году там были другие события, у меня была голова другим занята, и была учеба, и была работа, и был плохой интернет. Короче, было 1000 у меня отмазок для того, чтобы закинуть мой канал, на который на тот момент было в районе 8000 человек, уже и он активно развивался и приносил неплохие деньги, можно сказать. И я его тоже реанимировал. То есть мозг сразу начинает искать работу, начинает искать способы, как ему дальше жить, куда ему эту энергию всю вкинуть. Ушла нервозность. Это я, кстати, тоже начал замечать, что я просто был как коробок спичек. Как коробок спичек, который лежит возле костра. Просто одна спичка поджигалась, и я просто вспыхивал. Не то что агрессия, я просто становился совсем другим человеком. И я это понимал своей грубостью, своей нетактичностью. Сейчас, конечно, мой характер, у меня непростой характер, я скажу честно, и жена это знает, и дети это знают. Но одно дело, когда ваш характер сложный, а другое дело, что ваш характер плюс ваша нервозность и ваша нетерпимость чего-либо. В общем, я стал психологически зрелым мужчиной. То есть я несу ответственность за свою жизнь, то, чего вы, как человек, который употребляющий алкоголь, не можете сделать. Да, у вас может быть работа, вы можете быть там директором каким-нибудь, да, завода может быть директором. То есть я всегда, когда был юным, я думал, что в 35 лет я буду уже директором какой-то фирмы, там, корпорации, и неважно чего. И такие же люди есть. У вас нет такого понятия, что вы под алкоголем поехали в баню, да, со своими друзьями,
потому что вы классные, у вас там работа, у вас подчиненные, вы поехали в баню, у вас дома жена с детьми, а вы в баню позвонили каким-то там девочкам, да. Вы вроде взрослый человек, у которого все есть, который занимает свою должность, у которого есть жена, дети, семья, дом. И вы вот такое исполняете. Я знаю кучу людей, которые так делают. Это означает, что из-за вот этого алкоголя у вас снимается абсолютно вот этот фильтр. Фильтр того, что можно делать и чего делать нельзя. Это не у всех людей есть. Да, у меня, например, такого нету. Я никогда не ездил по баням, не ездил с мужиками на рыбалку, где мы там удочки не берем, или еще какие-то такие приколы, потому что, мне это просто неинтересно. Но я знаю очень много людей, мужчин, по крайней мере, которые так делают. У меня уже на сегодняшний день их в окружении не осталось, но в моей прошлой жизни, в другой стране их было очень много. Понимание ситуации, да, что можно сделать, а что нет. И вот это вот, когда вы употребляете алкоголь, у вас вот этот фильтр исчезает. Кстати, у меня есть приложение, я не буду его рекламировать, просто вы можете, их много очень, приложения, сколько я там не курю, сколько я там не пью есть. В приложении показано, да, что я сэкономил, вот если я просто посчитал, сколько я там тратил в неделю, на выходных, плюс в кафе пойти, плюс еще что-то. Я за это время, за год и 2 месяца сэкономил 4500 евро примерно. И не выпил в переводе, да, на чистый этанол 12,5 литров. Вы можете представить себе такую бочку спирта чистого. И вот это всего лишь за год и 2 месяца. Вот такая 12-литровая баклажка, можно сказать, которую я не выпил и уже не выпью. Да? Потому что если посчитать столько, вот это за год. А если посчитать, что вот конкретное употребление началось с тех пор, как я уехал из родительского дома, то есть 17 лет. За 20 лет можете посчитать, вот, умножьте это на 20. Можно заправить самолет или ракету, не знаю, кому как. И, конечно же, это тоже нагрузка не только на психику и на ваш мозг, а и на организм. И мы переходим к минусам отказа от алкоголя. Да, по сути, минусов-то и нет. Человеку просто надо снова учиться жить, радоваться запаху костра осенью, запахом моря, по новой чувствовать, по новой любить своего партнера, по новой, по-трезвому смотреть на своих детей и говорить трезвым с ними, потому что дети, они все понимают и все слышат, они видят, в каком вы состоянии. Совершенно другой уровень. И вот почему моя жена говорит, почему она не пьет, потому что ей очень страшно, когда мы, например, где-то в гостях, и даже если мы в гостях, и я там, например, выпиваю, то она тогда не пьет, не просто потому, что она там обратно едет на машине или еще что-то, просто ей надо следить за детьми, да, что у них там ночью поднимется температура вдруг, да, вам надо смотреть на это, вы не можете, как пьяная мама, за этим не следить, да, дети, то есть у них постоянно какие-то могут быть там приколы, и это надо все равно следить, смотреть, чтобы он никуда не упал, не улетел, не засунул пальцы, грубо говоря, в розетку. Я вычеркнул старые ритуалы, а именно вечером в пятницу не выпивать или даже не напиваться. А, например, ездить в субботу завтракать в кафе с семьей. Например, мы играем с нашими детьми в игры в пятницу. В общем, надо, конечно, учиться жить по-другому и себя перестраивать. Социальное общение, конечно, страдает. Люди не сильно готовы сидеть с тобой трезвым, так как они думают, что тебе будет с ними скучно. То есть беседа идет на разных, по сути, языках. По факту оно так и есть. После определенного уровня собеседник, который выпивает, да, теряет нить разговора, повторяется, путает слова. С трезвой стороны такой диалог вести не очень просто и приятно. Алкоголь замыливает наш эмоциональный фон. Вам весело? Вы пьете. Вам грустно? Пьете. Проблемы на работе? Там шеф наорал, что-то сказал не то, вы вечером пришли, пьете. Поссорились с близкими? Тоже напились. А сегодня я не воспринимаю это как проблему, это часть нашей жизни. Просто когда вы это воспринимаете как часть вашей жизни, это перестает быть какой-либо проблемой. Когда человек пьет, он возводит все в абсолют. У него нет нейтральной стороны. Все или хорошо, или плохо. Но правда такова.
нет хорошо или плохо, есть адекватное состояние происходящего. И человек, не пьющий, адекватно, с чистой головой оценивает эти проблемы, эти ситуации какие-либо жизненные. Пьющий же человек не может адекватно их оценить. В принципе, он их не может оценить даже когда трезвый, потому что вот эти вот 2 недели, да, пока нервная система восстановится, человек, по сути, это не он. Потихоньку мы переходим к выводам. Выводы каждый может сделать с этого видео для себя сам. Просто я решил это записать видео, хотел еще в октябре его выложить, но я его целенаправленно решил выложить перед Новым годом, чтобы люди могли задуматься, а правильно ли вы это делаете. Как выводы я подготовил такие 5 пунктов, по которым можно очень просто понять, есть ли у вас проблемы с употреблением алкоголя, либо зависимые ли вы. Первый – это потеря контроля над количеством выпитого. Ну, у кого ее не было, да? Наверное, у всех. Человек не может остановиться после начала употребления. Пьет больше, чем планировал. Пункт номер 2 – это навязчивая тяга к спиртному. Возникает непреодолимое желание выпить. Даже если отсутствует повод и появляется психологическая зависимость. Рост толерантности. Для достижения опьянения требуется все больше и больше алкоголя. Снижается рвотный рефлекс и снижается реакция организма на спиртное. Появление абстинентного синдрома. При отсутствии алкоголя, да, или с утра возникают симптомы ломки, тревожность очень часто, дрожь, раздражительность, плохое самочувствие, потливость, изменения в поведении и настроении. Это раздражительность, это депрессия, это агрессивность, ухудшение работы и также социальных отношений. Часто возникают конфликты на работе и с близкими. И если из этих 5 пунктов у вас хотя бы 3 совпадают с вами, то у меня для вас плохие новости. У вас есть проблемы с алкоголем. Также, если вы выпиваете чаще, чем 2 раза в месяц, как я уже это в начале видео объяснял, по сути, вы тогда являетесь алкозависимым человеком. Я долго думал, выкладывать мне это видео или нет, но я решил, что это видео может все-таки помочь людям, которые уже начали задумываться. Да? Это люди очень часто уже после 30 лет, у которых задумываются, а правильно ли я живу, правильно ли я что-то делаю. И они просто не могут найти мотивацию, не могут найти правильного пути, скажем так, на который они могут встать, чтобы их кто-то наставил и повел, и сказал, да, это, наверное, правильный путь для меня. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересна ли вам эта тема. Мне, конечно, эта тема очень интересна, и, скорее всего, мы будем с моей женой дальше на эту тему снимать видео, потому что помощь людям – это то, что мы, можно сказать, пропагандируем на нашем канале, и мы хотим в этом русле развиваться. И я раньше не снимал это видео ни на полгода, ни на год, потому что мне важно было, что я доношу до вас правду. Нет такого, что я вам рассказываю, что вот вы не пейте, вы то не делаете, а сами будем пить. И, конечно, это не имеет никакого смысла, потому что это так не работает. И это не работает также, если у вас есть дети. То есть, если вы говорите, не сиди в телефоне, да, потому что ты уже полчаса посидел, а сами вы при ребенке сидите целый день в телефоне. Или вы говорите ему, курить и пить это очень вредно, можно от этого умереть. И вы перед ребенком сидите, пьете и курите. Все говорят, и я так сделал. Я первую сигарету украл у своего папы и выкурил ее. И со стола алкоголь, говорю, в детстве, я не знаю, сколько лет было, очень мало. Первый алкоголь я попробовал с родительского стола. То есть задумайтесь в этих словах, в этих ситуациях, вспомните себя, во сколько вы попробовали первый раз алкоголь, какие у вас были проблемы. Пишите, пожалуйста, это все в комментариях, и мы будем обсуждать это.
и будем как-то вместе жить, потому что не пить сегодня модно, и это в любом случае будущее.